Друзья, рада всех приветствовать в нашем светском клубе. На заседании речь пойдет о вышивке картины «Базарный день». Вы увидите, каких успехов мне удалось достигнуть в этом направлении за прошедшие 2 недели. Затем, как вы поняли из обложки к видео, к нам присоединится один из богов древнеримской мифологии, владыка подземного мира, подземных богатств и смерти Плутон, он же древнегреческий бог Аид. Будучи богом смерти, Аид вызывал страх. Само имя его греки и римляне табуировали, так как боялись произносить, заменяя его различными нейтральными по смыслу эпитетами, среди прочих и обозначением Плутон, вошедшим в употребление еще в V веке до нашей эры и окончательно вытеснившим первоначальное имя Аид. Таким образом, фигура Аида вобрала в себя образ бога Плутоса, первоначально самостоятельного божества, богатства и плодородия. В связи с этим произошла и перемена самого представления об Аиде, значительно смягчившая его безотрадное и неумолимое существо. И, переходя к вышивке, хочу отметить, что навеял мне воспоминания о грозном боге царства мертвых, подземных богатств и плодородия, вышитый персонаж картины, вкушающий как раз плоды нашего визитера. А сейчас, друзья, представляю вашему вниманию мой путь к этому герою картины. 31 января берет начало новый отчетный период. И начнется он с вот такой прекрасной леди. Сейчас я нанесу разметку в 2500 крестиков и буду вышивать. Наша леди элегантная принарядилась на 860 крестиков. Друзья, хочу показать, как легко вышивается этот участок. Вначале, конечно, были одиночные крестики, потом пошли вот такие плавные группы крестиков. Сейчас посмотрим, как дальше будет продвигаться. Затем вот такая группа крестиков, вот такая. Одним словом, мечта. О, вышивальщицы, 291 крестик. Это предпоследний символ будет вот так вышиваться. И завершит данную выделенную область 306 крестиков 939 номера. Так, вот я уже добралась до очередного символа, состоящего из 281 крестика. И сейчас перенесу его на канву. Здесь он и будет располагаться. И вот он уже на канве. Какая-то откровенная блуза в сеточку получилась. Срамота! Но сейчас игла поможет преобразить этот наряд в более элегантный. Да, готово. Принарядили мы слегка нашу леди в васильково-кобальтовую блузу. Что интересно, кобальтовый синий любимый художниками самых разных эпох. Ассоциируется одновременно с тайной и роскошью. Открытие этого драгоценного цвета потребовало истинного мастерства, подарив человечеству один из самых ценных шедевров в истории. Этот утонченный пигмент производился в начале XIX века как альтернатива ультрамарину, традиционно самому популярному в то время синему пигменту. Ультрамарин, который делали из молотой ляпис-лазури, полудрагоценного камня из Афганистана, был редок и дорог в производстве. Синий цвет ставил художников в затруднительное положение. У них были либо ультрамарин, очень красивый, но очень дорогой, либо синяя смальта, которая была доступнее, но выцветала, либо синий лазурит, который отливал зеленым. Требовался новый оттенок синего, и французский министр внутренних дел Жан-Антуан Шапталь заказал выдающемуся химику Луи-Жаку Тенару разработать синтетический аналог ультрамарина.
Тенар стал экспериментировать с соединением кобальтовых солей и алюминия. В результате он получил ошеломительный чистый сияющий синий цвет, который отличался не только необыкновенной стойкостью, но также быстро сох и легко смешивался с другими красками. Несмотря на относительно высокую стоимость нового пигмента, художники быстро освоили его в работе, наслаждаясь удивительной и неожиданной свободой, которую он им подарил. Далее мы будем вышивать пеструю шаль и юбочку. Вот такая красавица. Вот такой, друзья, многоцветный участок ждет впереди. Шаль, конечно, пестрит разноцветием, многоцветием. Сейчас посмотрим, насколько сложным он будет в вышивке. Так, и встречают нас вот такие яркие единички, одиночные крестики. И пошли. Вот целый калейдоскоп. Ярмарка цветов. И все это, друзья, одиночные крестики. Вот пошли двоечки. Тоже яркие, красивые, броские. Троечки. Так, ну, двоечки, троечки, четырешки это только написано, а на самом деле, я подозреваю, что расположены они будут на достаточно большом расстоянии друг от друга и превратятся в те же одиночки, только одного цвета. Так, ну ничего, справимся, вышьем. Вот такое многообразие цветов нас ждет. Какой же, интересно, самый крупный по содержанию крестиков будет символ? Так, вот он. 38,62 недоелочка. 120 крестиков будет содержать этот символ. Все, приступаем. А интересно, как они будут располагаться? Сейчас посмотрим. О, вот так. Это юбочка. Завершит, наверное, вышивку. Предпоследний тоже юбочка. Так, юбочка, юбочка. И шаль немного. Юбочка. Так, а здесь шаль. Как я поняла, сначала будет вышиваться шаль. Но периодически юбочка. Все. Вот так располагаются крестики. Смотрю, чтобы не было... Вернее, смотрю, чтобы фокус был. Не расплывалась картинка. Вот такая вышивка. Вот какие крестики. Где-то разбросаны, а где-то собраны вместе. Ну, несложно, несложно. Обычная многоцветная картинка. Вышивка. Есть, ну, просто прелесть цепочкой. Крестики связаны друг с другом. Нет, все приемлемо, все доступно. Нормально, справимся. Так, за сегодня 800 крестиков мне удалось вышить. Так что вот так, друзья, выглядит зарождение, не побоюсь этого слова, шедевра. Да, пестрого, разноцветного, яркого платка. Подросли узоры на платке шали, обозначилась рука, дающая виноград.
да не оскудеет рука дающего. Показался шопер, продуктовая корзина, зернисто-соломенного цвета. О, и обнаружился пробел в головном уборе. Сейчас исправлю. И еще раз мои восхищения Василькова-Кобальтовым нарядом нашей модницы. Умереть не встать. Шаль с левой стороны почти готова. Стала появляться юбка теплого горчичного цвета. Талия охвачена поясом в тон блузе, шикарной, усыпанной дорогими каменьями, пряжкой. Готов и этот фрагмент. Все нашу леди Василькова мы принарядили в юбочку. Праздничная пряжка у нее на поясе. Вот такая красавица. Шаль, конечно, требовала к себе повышенного внимания. Вот такой узор разноцветный, пестрая, яркая, праздничная. Да, и начала появляться продуктовая корзина нашей хозяюшки. Очень нравится мне результат. Переходим на следующую область. А на этом участке, друзья, нас будет встречать вот такой персонаж, ловец птиц. Смотрю, какая-то у него повышенная пятнистость на рубашке. Ну, посмотрим, как будет выглядеть наш бородач в вышивке. Сейчас давайте посмотрим, насколько сложным будет этот участок. Так, одиночных крестиков, как и ожидалось, множество. Вот они все еще продолжаются одиночные. Так, появились двушки. Но это не значит, что придет долгожданное облегчение в работе. Даже трешки его не принесут. Трешек поменьше, четырешек штуки 4. Так, пятюшек значительно больше. И вот столько, друзья, символов надо будет вышить на этом участке. Такое разнообразие. Но участок обещает быть легким, потому что самый крупный символ будет содержать 369 крестиков. Да, а предпоследний 201 крестик. Далее 139, 107. Неплохо, неплохо. Так что приступаем к вышивке ближайшего соседа. И здесь начало положено. Проступила шаль справа. За сегодня вышито 1060 крестиков. И осталось вышить основание фонтана, закончить нижнюю часть его. И все, приступаю к красной свитке. Красота какая! Готова шаль на этом участке. И наш ловец птиц облачился в свою праздничную красную рубаху, чтобы его появление на рыночной площади было замечено всеми присутствующими. Ведет в красной рубахе, как палач. А мы тем временем будем опускаться ниже и посмотрим, что будем вышивать здесь. Так, планирую закончить наконец-то я шаль вышивать, авоську продовольственную, и захватим слегка вот такой голубоватый сосуд. Интересный момент, друзья. Мне он понравился. 221 номер ниточки и 221 крестик необходимо вышить. Ну, на данном
участке 1. Как вы понимаете, а вообще 221. Ну, так интересно получается. На данном этапе наш ловец птиц напоминает мне Аладдина из мультика. Голова есть, ручки, тельце, плавно переходящее в какой-то хвостик вместо ног. Вот такой Аладдин в красном. Интересно. Какая красивая ниточка сине-фиолетового цвета используется при вышивке сосуда. Очень нравятся такие оттенки. А вот и сам сосуд, до краев наполненный молоком утренней дойки. Какая красота и реалистичность, как героев картины, так и предметов их окружающих. И достигается она не без помощи так нелюбимых многими блендов и одиночных крестиков. Хотя я к блендам, друзья, отношусь благосклонно, никаких затруднений они у меня не вызывают. Главное – это удачная организация рабочего процесса. Единички при всем понимании их необходимости местами недолюбливаю, но результат радует. Новый участок принесет нам знакомство с новым персонажем, сыном розовощекой красавицы, торгующей овощами. Так, на пути к реализации задуманного нас, друзья, встретит целая колонна единичек. За ними проследуют двойки, затем трешки и так далее по возрастающей. Я вышиваю от меньшего количества крестиков одного символа к большему. И увенчает успех на данной выделенной области символ, состоящий из 175 крестиков. Давайте посмотрим, как символы расположены на схеме. Да, по-разному. Что ж, приступим к вышивке. Хорошо проявились весы. Мальчик Дэвид, особенно яблоко в его руках, красное, сочное, спелое. Вот мы и подошли к персонажу, навеявшему тему нашего сегодняшнего заседания. Это Дэвид, вкушающий плоды бога плодородия, подземных богатств и царства мертвых Плутона. На рынке он помогает своей маме Пегати, а на ферме своему отцу следить за садом. Вот такие у нас появились герои картины. На данном этапе вышивка шла легко. Некоторую сложность составил пестрый платок Фелисии. Из-за его пестроты состоит он в основном из единичных крестиков, а несколько крестиков одного символа, расположенные на большом расстоянии друг от друга, я тоже отношу к типу одиночных крестиков. В итоге вышита уже 1/3 картины, 33,7%. Вот так, друзья, этот результат выглядит на схеме. Закрашенная часть изображения перенесена на канву в виде вышитых крестиков, а их здесь 116 670. За прошедший период мне удалось вышить 10 840 крестиков. И впереди еще нас ждут 229 780. Итак, друзья, достижения обозначены, результаты продемонстрированы, впечатления озвучены. Вот мы и подошли с вами ко второй части видео. Спасибо, друзья, за ваши просмотры, подписку, лайки и комментарии. А сейчас настраиваемся на нужный лад и отправляемся в путешествие по древнему миру с его мифами и загадками. Плутон Аид был богом подземного царства, и его имя в конечном итоге стало также описывать мир мертвых. Возможно, из-за боязни произнести его имя, примерно в V веке до нашей эры греки начали называть Аида Плутоном,
корень которого означает «богатый», учитывая, что из обители внизу, то есть из земли, приходят богатства, например, плодородные культуры, металлы и так далее. Плутон стал римским богом, который одновременно правил подземным миром и распределял богатство снизу. Плутон – старший сын Сатурна и Опы, брат Юпитера, Нептуна, Цереры, Весты и Юноны. Согласно греческой легенде, Плутон Аид – брат верховного бога Зевса и Посейдона, владыки морей. Он был первенцем титанов Кроноса и Реи. У него было 3 старшие сестры – Гестия, Деметра и Гера, а также младший брат Посейдон, которых отец проглотил целиком, как только они родились. Зевс был самым младшим ребенком, и благодаря махинациям их матери Реи он был единственным, кто избежал этой участи. Отцу Зевса, титану Кроносу, было предсказано, что ему суждено быть поверженным собственным сыном. И чтобы не быть свергнутым своими детьми, он каждый раз проглатывал только что рожденного женой Реи ребенка. Рея решилась наконец-то обмануть супруга и втайне родила очередного ребенка – Зевса. Кроносу же вместо новорожденного она дала проглотить завернутый в пеленки камень. Достигнув совершеннолетия, Зевсу удалось заставить отца извергнуть своих братьев и сестер. После освобождения 6 младших богов вместе с союзниками, которых им удалось собрать, бросили вызов старшим богам за власть Титаномахии, божественной войне. Война длилась 10 лет и закончилась победой младших богов. Во время Великой битвы олимпийских богов с титанами Плутон сыграл ключевую роль. Он освободил из недр земли великанов-циклопов, где они томились в заточении. Это событие во многом предрешило исход войны. С помощью циклопов титаны были повержены, и победа осталась за богами. Циклопы же в признательность за свою свободу подарили Плутону шлем-невидимку, поэтому иногда этого бога называют невидимый. Шлемом-невидимкой и сам Плутон и другие боги не раз воспользовались в своих божественных интригах, верша судьбы мира. После их победы Аид и 2 его брата Посейдон и Зевс разыграли жребий, чтобы владеть царствами. Зевс получил небо, Посейдон получил моря, а Аид получил подземный мир, невидимое царство, в которое души мертвых попадают, покидая мир, а также все, что находится под землей. И некоторые мифы предполагают, что Аид был недоволен, но у него не было выбора, и он переехал в свое новое царство. Аид представляется скорее пассивным, чем злым. Его роль заключалась в поддержании относительного баланса. Тем не менее, он также изображался холодным и суровым, и он считал, что все его подданные в равной степени несут ответственность перед его законами. Никакие другие индивидуальные аспекты его личности не упоминаются, поскольку греки воздерживались от размышления о нем, чтобы не привлекать его внимание. Очень строгих правил при изображении божества не было. Его атрибуты в искусстве включают скипетр, петуха и ключ, которые представляют его контроль над подземным миром и служат напоминанием о том, что врата подземного мира всегда были заперты, чтобы души не могли покинуть его. Даже если двери были открыты, Цербер, трехголовый сторожевой пес преисподней, гарантировал, что, хотя всем душам было разрешено свободно войти в преисподнюю, никому не удастся сбежать. Собаку часто изображают рядом с Богом для облегчения идентификации, поскольку никакое другое божество не имеет к ней такого прямого отношения. Его колесница, запряженная 4 черными лошадьми, производила устрашающее, впечатляющее зрелище. Аид правил мертвыми, над которыми он имел полную власть. Его мало заботило то, что происходило в мире наверху,
поскольку его основное внимание было сосредоточено на то, что ни один из его подданных никогда не покинет его владения. Он приходил в ярость, когда кто-то пытался уйти, или если кто-то пытался украсть души из его царства. Его гнев был столь же ужасен для любого, кто пытался обмануть смерть. Это к своей печали обнаружили Сизиф и Перифос. Обычно безразличный к своим подданным Аид был очень сосредоточен на наказании именно этих двоих людей, особенно Перифоса, поскольку тот вошел в подземный мир в попытке украсть Персифону для себя и, следовательно, был вынужден сесть на стул забвения. Другой миф о греческом боге Асклепе, он же Эскулап, который изначально был полубогом. При жизни он стал известным и талантливым врачом, которому в конце концов удалось вернуть мертвых к жизни. Чувствуя себя обманутым, Плутон убедил Зевса убить его ударом молнии. После его смерти он был доставлен на Олимп, где стал богом. А вот именно как Плутон он рассматривался в более позитивном свете. Он держит рог изобилия, символизирующий дары, которыми он одаривает людей, а также плодородие, с которым он становится теперь связанным. Супругой Аида была Персефона, дочь Зевса и Диметры. Персефона не подчинялась Аиду добровольно. Она была похищена им, когда собирала цветы на полях. Ее отец Зевс ранее отдал Персефону Аиду, чтобы она была его женой, не спросив, однако, согласия ее матери. В знак протеста против этого поступка Диметра наложила проклятие на землю, и наступил большой голод. Хотя один за другим боги приходили просить ее прекратить это, чтобы человечество не погибло и не лишило богов возможности получать дары и жертвы, Диметра утверждала, что земля останется бесплодной, пока она снова не увидит свою дочь. Затем Зевс посылает за своим сыном Гермесом и поручает ему спуститься в подземный мир в надежде, что он сможет убедить Аида позволить Персефоне вернуться на землю, чтобы Диметра могла увидеть Персефону и остановить голод. Гермес подчиняется и спускается в царство Аида, где находит Аида сидящим на кушетке, а Персефону сидящей рядом с ним. Гермес передает сообщение Зевса, и Аид подчиняется, говоря: «Иди теперь, Персефона, к твоей матери в темных одеждах. Иди и почувствуй в своем сердце доброту ко мне». После этого Аид готовит свою колесницу, но не раньше, чем он тайно дает Персефоне съесть зерно граната. Гермес берет бразды правления в свои руки, и он и Персефона направляются к земле наверх. Диметра и Персефона бегут навстречу друг другу и обнимаются, счастливые, что воссоединились. Диметра, однако, подозревает, что Персефона могла есть пищу, находясь в подземном мире. Поэтому она спрашивает Персефону, говоря: «Дитя мое, скажи мне, что ты не пробовала еды, пока была внизу. Ничего не скрывай, ибо если ты этого не сделала, ты вернешься из ненавистного Аида и будешь жить со мной и своим отцом, облаченным в темные облака, сыном Кроноса. Но если ты попробовала пищу, ты должна снова вернуться в тайные места земли, чтобы жить там. Но когда земля зацветет ароматными весенними цветами всех видов, тогда из царства тьмы и мрака ты снова восстанешь, чтобы стать чудом для богов и смертных людей». Персефона признает, что ела пищу мертвых. Она говорит Диметре, что Аид дал ей зерно граната. Поедание Персефоны зернышек граната связывает ее с Аидом и подземным миром, к большому разочарованию Диметры. Зевс предложил компромисс, с которым согласились все стороны. 1/3 года Персефона будет проводить со своим мужем.
Так появилось чередование времен года. Когда Персефона находится вместе со своей матерью на земле, все плодоносит и цветет. Когда же она вместе со своим мужем находится в подземном мире, на землю опускается зима, аспект печали и скорби. Аид, которого боялись и ненавидели, олицетворял неумолимую окончательность смерти. Но он не был самой смертью. Когда греки умилостивили Аида, они стучали руками по земле, чтобы убедиться, что он их слышит. Ему приносили в жертву черных животных. Кровь от всех жертвоприношений капала в яму или расселину в земле. Человек, приносивший жертву, должен был отвернуться. В древнегреческих мифах царство Аида – это туманная и мрачная обитель мертвых, куда попадают все смертные после смерти. Очень немногие смертные могли покинуть Аид, войдя в него. Исключение Геракл и Тесей. Даже Одиссей вызывает духов умерших, а не спускается к ним. Позже греческая философия представила идею, что все смертные предстают перед судом после смерти и либо награждаются, либо проклинаются. В царстве Аида было несколько частей, включая Элизиум, Асфоделевые луга и Тартар. Аполлодор описывает Тартар как мрачное место в Аиде, столь же далекое от земли, как земля далека от неба. Противоположный миф о загробной жизни касается сада Гесперид, часто отождествляемого с островами блаженных, где могут жить благословенные герои. В римской мифологии вход в подземный мир, расположенный в Авернусе кратере, был маршрутом, по которому Эней спускался в царство мертвых. Для греков умерший попадал в подземный мир через реку Стикс. Его переправлял Харон, перевозчик душ умерших, который получал за это плату в одну маленькую монету, помещенную в уста умершего благочестивыми родственниками. Нищие, оставшиеся без друзей, собирались на берегу 100 лет. Греки предлагали умилостивительные возлияния, чтобы помешать умершим вернуться в верхний мир, чтобы преследовать тех, кто не похоронил их должным образом. Дальний берег реки охранял Цербер, трехголовый пес. Пройдя дальше Цербера, тени ушедших входили в землю мертвых, чтобы их судили. 5 рек Аида и их символические значения. Ахирон – река печали или горя, Кацит – плач, Флегетон – огонь, Лето – забвение и Стикс – ненависть, река, образующая границу между верхним и нижним мирами. Первая область Аида включает поля Асфоделя, где тени героев уныло блуждают среди меньших духов, которые летают вокруг них, как летучие мыши. Только возлияния крови, предложенные в мире живых, могут побудить в них на время ощущение человечества. За ним находится Эреб, олицетворение вечного мрака. Было 2 пруда Лета, куда стекались обычные души, чтобы стереть все воспоминания, и пруд Мнемозины, олицетворявший память, которая, по верованию молящихся, помогала удерживать в памяти виденное и слышанное. Во дворе дворца Аида и Персефоны сидят 3 судьи подземного мира. Там, в Тривиуме, где встречаются 3 дороги, души оцениваются. Возвращаются на поля Асфодели, если они добродетельны и не злы. Отправляются дорогой в Тартар, если они нечестивы и злы. И отправляются в Элизиум, острова благословенных, с непорочными героями. В любопытной мешанине греко-римских и иудео-христианских элементов Аид снова появляется как обитель мертвых. И согласно народной этимологии, он даже происходит от имени Адама, первого человека, говоря это потому, что он был первым, кто вошел туда. Благодаря своему появлению в Библии Аид также имеет особое значение в христианстве.
А еще в честь Плутона, владыки подземных недр, куда не проникают лучи света, была названа самая далекая от Солнца планета. Так же, как и в подземном царстве, на космическом Плутоне царят вечный холод и мрак. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.